15 сентября в Турции скончался 65-летний вор в законе Антимос Кухилава, известный по прозвищам Антик и Дед. Криминальный авторитет долгие годы считался смотрящим по Одессе. Однако последние годы значительно утратил контроль над городом по многим причинам. Мы выяснили, что происходит в криминальном мире Одессы и кто может претендовать на должность смотрящего. После начала войны в Украину 24 февраля уровень преступности по многим параметрам понизился, особенно в сферах, которые контролировали организованные криминальные группировки и воры в законе. Это констатировал 27 июля на брифинге глава уголовного розыска Национальной полиции Украины Вадим Дзюбинский. Правоохранители в первую очередь объясняют это явление введением комендантского часа в большинстве прифронтовых городов Украины, сухого закона и запрета продажи алкоголя после определенного времени, а также массовыми фильтрационными мероприятиями, в том числе при помощи блокпостов на дорогах и усиления патрулирования улиц полицией, совместно с частными охранными агентствами и гражданскими организациями. Впрочем, при общем падении уровня преступности, некоторые виды криминала остались на прежнем, довоенном уровне, а некоторые, наоборот, выросли в разы. По словам источников в одесской полиции и СБУ, в десятки раз выросло количество создателей нелегальных переходов через границу из Украины, а также количество доморощенных лабораторий по производству синтетических наркотиков. Активно заработали анонимные интернет-каналы по торговле синтетикой. Закладчиков и ищущих закладки зелья наркозависимых задерживают ежедневно. Многократный рост попыток создания окон на границе для желающих выехать из Украины вполне объясним войной. Повышение количества подпольных нарколабораторий также объяснимо. С началом войны был перекрыт традиционный канал поставок наркотиков морем из-за границы опиатов из Золотого треугольника в Азии через Турцию и Грузию и кокаина из Латинской Америки. К слову, оптовая цена кокаина и героина в Украине после начала войны многократно возросла. Считавшийся наркотиком для мажоров кокаин сейчас в Одессе и Киеве в рознице стоит до $250 за грамм, при довоенной цене в $150–170 за грамм. Героин тоже значительно вырос в цене. Зато на черном рынке появилось огромное количество синтетики, которую буквально на коленке делают в промышленных масштабах из вполне безобидных составляющих в подпольных лабораториях. О выявлении таких подпольных наркозаводиков часто рапортует Департамент стратегических расследований нацполиции. Кроме того, естественно, процветает нелегальная торговля оружием, которого на руках сейчас очень много. Собственно, Одесса и до смерти Антимоса Кухилавы уже несколько лет оставалась городом, в котором роль смотрящего от организованной преступности фактически была вакантной. Дело в том, что Кухилаву депортировали и лишили украинского паспорта еще в 2006 году, и он дистанционно пытался управлять криминальным миром в Одессе. Но фактически ему это не удалось, и он вплоть до своей смерти в 2022 году так и остался в роли номинального смотрящего, как британский король, правил, но не управлял, исполняя чисто декоративную функцию. Его личным бизнесом управлял его сын, регулярно приезжая в Одессу. В 2017 году Антимосу удалось ненадолго посетить город и даже вновь получить украинский паспорт. Но это уже ничего не изменило. В 2021 году Кухилаву внесли в перечень СНБО как вора в законе, перекрыв ему доступ в Украину и Одессу. Вся эта ситуация еще в 2010-х годах послужила основанием для начала войны нескольких воровских кланов за влияние над Одессой. На контроль над городом в разные годы претендовали несколько влиятельных воров в законе: Амар Бекаев по кличке Амар Уфимский, Миндия Горадзе по кличке Лавасоглы Батумский, а также Надир Салифов по кличке Лоту Гули. Однако после ареста в Российской Федерации Амара Уфимского, убийства Лоту Гули в Турции и запрета въезда в Украину для Миндии Горадзе трон, смотрящего по Одессе формально до его смерти, оставался у вора Антика. Интересно, что кроме Антика в Одессе также постоянно проживал ныне покойный влиятельный вор
в законе по кличке Полтава Владимир Дрибный. Однако он никогда не претендовал на роль криминального короля, занимая не менее важную должность держателя общака по югу Украины. Также в Одессе до войны жил и действовал вор по кличке Шарик Валерий Шеремет. Но этот вор контролировал Херсонскую и Николаевскую области, а также автономную республику Крым, создав там мощный синдикат квартирных воров, автоугонщиков и бандитов-вымогателей. В 2019 году синдикат атаковала полиция, задержав Шеремета и подельников. Впрочем, Шарик пробыл под стражей недолго, вышел на свободу, а перед войной выехал к семье в Германию. Не менее влиятельным в преступном мире Одессы традиционно считался чеченский авторитет Халид Мусаев. Однако, по информации в полиции, Халид после начала войны отошел в сторону от криминальных дел, занявшись волонтерской деятельностью. Впрочем, и до войны интересы Халида Мусаева были не в традиционно воровской сфере вроде квартирных краж, автоугонов и вымогательств. Мусаев, по мнению полицейских, более заботился о своем имидже авторитета, не без оснований сложившемся в конце 1990-х, на самом деле, давно занимаясь вполне легальным бизнесом. После смерти Антимоса, в криминальных кругах, вопрос о занятии поста смотрящего еще не обсуждался в воровских кланах. По большому счету, ворам сейчас не до этого. Так, позиции украинских воров значительно ослабли в самой Украине из-за полицейских акций и военного положения. Также у украинских воров сейчас нет взаимопонимания с российскими ворами. Дело усугубляет то, что между несколькими воровскими кланами, которые находятся за рубежом, идет давняя война. Также нет общего мнения воров по вопросам войны в Украине, а также действиям воров во время войны. В Украине мощно давят любые криминальные кланы, в стране остались считанные единицы воров в законе, вроде Леры Сумского, который фактически ушел в тень и старается не светиться. Заезжих воров и их представителей отслеживают сразу несколько управлений полиции, которые негласно конкурируют между собой за показатели раскрываемости, рассказал сотрудник Одесского уголовного розыска полиции. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик.